Всем огромный привет! Сегодня будем готовить очень необычный вкусный пирог. Все как обычно, просто, быстро и доступно. Готовлю я этот пирог очень часто. И что самое важное, начинку можно использовать абсолютно любую, на ваш вкус. Самое главное, точно соблюдать рецепт. Первым делом берем масло. Нам понадобится 60 грамм. Оно должно быть мягким, комнатной температуры. Далее берем ванильный сахар, у меня одна пачка. Если нет ванильного сахара, то можно заменить ванилином, но берите его совсем немного, чтобы не горчило тесто. Далее соль немного, я взяла примерно пол чайной ложки. Из сахара нам потребуется 70 грамм. Если любите прям сладкое тесто, то берите немного побольше. Все хорошо перемешиваем. Далее берем теплое молоко, одно яйцо, его тоже желательно достать заранее, и разрыхлитель теста. Далее берем просеянную муку 220 грамм. Смотрите по своей муке, конечно. Сначала добавьте грамм 200, перемешайте, а потом добавьте еще. Тесто должно получиться прям такое густое, но и не так, что вы не можете перемешать его ложкой. Далее берем форму. Форма у меня круглая, 26 сантиметров диаметром. Посередине я поставила стакан, но смотрите, конечно, по своей посуде, чтобы стакан не лопнул в духовке. Берем также теплую воду, ставим рядом и ложкой выкладываем тесто, немного отступая друг от друга. Чтобы тесто не липло к ложке, ее нужно смочить. Для этого и нужна вода. Далее отставляем немного наш противень и готовим начинку. У меня начинка будет творог. Я специально взяла много, потому что из того, что останется, я буду готовить сырники. Вернее, заготовки. Сделаю на 2 завтрака. Очень люблю делать вот так заранее. Ну и творог добавляем, как обычно. Одно яйцо, сахар где-то грамм 70. Это уже, конечно, смотрите по своему вкусу. Щепотка соли, пол чайной ложки в моем случае, мука или манка. С манкой мне, если честно, нравится намного больше, но, к сожалению, манки не оказалось в наличии, поэтому я добавила немного муки. Ну и, конечно, все перемешиваем. Если у вас есть блендер, то, конечно, используем его. Начинка получается намного мягче, однородная. Ну и все, когда у нас все готово, мы берем тесто, немного ложкой разравниваем и делаем небольшое углубление, чтобы туда поместилась наша начинка. Начинку можно взять абсолютно любую, можно взять джем, допустим, или какое-нибудь варенье, или сгущенку, неважно. Я люблю творог, и дети у нас едят творог, поэтому мы часто его используем. Вы, наверное, заметили. И после чего берем небольшое яблоко, у меня ушло где-то пол яблока красного, режем на дольки, такие небольшие, тоненькие, и выкладываем на наше тесто по краям творога. То же самое здесь. Не любите яблоко, возьмите грушу, возьмите сливу, персики, неважно.
Далее сверху яблоки я посыпала сахаром. Можно взять еще корицу, если любите корицу. У меня не было, к сожалению, корицы дома, а так Федя очень любит. Ну и все готово. Отправляем наш пирог в предварительно разогретую духовку, градусы 180, режим вверх-вниз, без конвекции, примерно на 40-45 минут. Конечно, проверяйте зубочисткой. Когда она выходит сухая, то пирог готов. Ну а пока он в духовке печется, я решила взять формочки. Вот такие у меня сердечки. Помните, когда я готовила пирожные, использовала эту форму, очень красивая, кстати. И выкладываю нашу творожную массу в форму и отправлю это все в морозильную камеру. Да, творожная масса немного жидковатая, можно было добавить еще муки, но я уже так готовила. Перед жаркой я беру немного муки, обваливаю их в муке или в манке и потом только обжариваю. Так они не теряют форму. Ну а если вы хотите приготовить их в духовке, то вообще можно ничего не делать, просто отправить их в духовку и сверху накрыть фольгой немного, минут так на 15, чтобы они пропеклись хорошо, а потом открыть и еще минут на 15 оставить. Отправляю я их в морозильную камеру где-то часа на 2-3, а потом достаю их с формы, и вот такая красота получается. У меня получилось 8 штук, то есть по 4 штуки я выкладываю в пакеты. Пакеты, кстати, покупала в фикс прайсе. Они zip замком, очень удобные. Можно, кстати, было и завакуумировать. И на 2 завтрака у меня готовые заготовки. У меня прошло ровно 45 минут, и вот такой красивый пирог готов. Я сразу же вынимаю стакан и даю остыть примерно минут 20-30. Только потом посыпаю сахарной пудрой. Ну и в конце, конечно же, наливаем горячий чай, зовем всех к столу. Пирог получается по-домашнему вкусный, красивого золотистого румяного цвета. Все ингредиенты я оставила в описании под видео. Быстрее и проще рецепта просто не бывает, поэтому я прям рекомендую приготовить. Обязательно сохраняйте рецепт, нажав на пальчик вверх, и подписывайтесь на мой канал. Будем готовить вместе. Всем пока-пока!